Привет, Арми. Это видео оказалось довольно неожиданным, потому что мы не ожидали, что участники будут проводить совместную прямую трансляцию и увидят их такими хаотичными, но в то же время счастливыми после групповой тренировки. Однако несколько ситуаций внезапно натолкнули меня на мысль о создании подобного видео. В нем рассказывается о том, как Чингук ненавидит, когда его исключают из деятельности Тэхёна и постоянно пытается привлечь его внимание. Я не могла не представить себе подобную подборку. В ней показано, как Чингук всегда хочет быть малышом Тэхёна и принимает все, что тот от него получает. Изначально, во время прямой трансляции группы, Чимин упомянул, что Тэхён скоро должен уйти. Поэтому им пришлось закончить трансляцию. Хотя Чимин не объяснил, куда Тэхён идет, вероятно, это было связано с тем, что в тот день был день рождения Пак Саджуна, и Тэхён собирался встретиться с Угой, чтобы отпраздновать. Тэхёну было все равно, знают ли об этом другие. Он сказал, что идет в суши-ресторан и скоро вернется. Однако, пока Тэхён объяснял, куда идет, кто-то на заднем плане пристально смотрел на него. Как будто не понимал, почему Тэхён так спешит уйти. В этот момент Намджун тут же подошел к Тэхёну, чтобы сказать, что он честен, и объяснить, куда ему нужно идти. Чингук вдруг спросил Тэхёна, где он собирается купить суши, продолжая смотреть на него, пока Тэхён собирался уходить. И даже несмотря на то, что Намджун уже сказал Тэхёну купить суши и для него. Чингук воспользовался случаем и попросил суши для себя. Потому что он тоже этого хотел. Пока он пытался уйти, Чингук продолжал смотреть на него. Просит Тэхёна купить ему суши. В этот момент Чимин схватил его за руку, чтобы остановить, и... Они случайно задели Чингука за ягодицы, хотя он уже попросил суши для себя, выражение лица Чингука оставалось серьезным, он не пытался скрыть своих чувств. Тэхён выслушал все просьбы и, направляясь к выходу, сказал, что без проблем купит суши для всех. Хотя Тэхён уже слышал, что Чингук тоже хочет суши, по какой-то причине. Слегка отвернувшись и отведя взгляд от Тэхёна, Чингук оглянулся издалека, чтобы убедиться, что Тэхён его услышал, и снова попросил купить суши и для него. Тэхён, более лично, сказал, что купит их для него. Это, наконец, заставило Чингука улыбнуться, потому что он получил более прямой ответ, а не просто общий. Но самое интересное произошло, когда Хобби начал читать комментарии и быстро попрощался с фанатами, потому что Тэхёну нужно было уйти, и им всем пришлось закончить трансляцию вместе. По какой-то причине, хотя о суши уже никто не говорил, и все переключились на другую тему. Включая Намджуна, который, похоже, тоже хотел суши, Чингук все еще думал об этом. И для тех, кто знает, что Чингук ненавидит, когда его исключают из планов Тэхёна. Чингук на мгновение замолчал, пока остальные заканчивали трансляцию, а затем повернулся к Тэхёну, чтобы спросить, собираются ли они позже поесть суши. Хотя тема больше не обсуждалась, Чингук не мог оставить ее. Он хотел убедиться, что Тэхён принесет ему суши из того места, куда он собирался. Это напоминает мне случай, когда Тэхён во время рекламной кампании автомобиля Hyundai упомянул, что обязательно купит такой для своего отца. В то время как остальные были сосредоточены на представленной модели. Услышав это, Чингук тут же повернулся, чтобы спросить, что случилось. Словно гадая, купит ли ему Тэхён машину тоже. Потому что он обещал купить ее для отца. Хотя обстоятельства были не такими же или несравнимыми. Для Чингука было приятно знать, что Тэхён подумает об этом и в итоге купит ему машину. Это показывает, что даже в таких ситуациях Чингук всегда найдет способ вписаться в планы Тэхёна и принять все, что Тэхён дает другим. Его желание бороться за место своей жизни, которое уже гарантировано. Говорит о нем многое, он всегда хочет быть малышом Тэхёна. И получать все его внимание, и реакция Чингука, когда он узнает, что Тэхён думает о нем, это именно то, что ему было нужно, чтобы подтвердить свое желание. На самом деле, когда Чингук вошел в комнату, где Тэхён писал письмо Чимину, которое должно было быть зачитано в конце выступления, Тэхён смутился и начал говорить Чингуку, чтобы тот ушел, потому что не хотел, чтобы тот читал письмо. Чингук, зная, что Тэхён пишет Чимину, наконец спросил, что с ним не так.
почему Тэхён не написал ему тоже, и почему письмо получил только Чимин. Хотя это выглядело как глупый акт ревности, сам факт того, что Чингук действительно спросил, что с ним не так и почему он не получил письмо, был уморительным. Было забавно наблюдать за их спором о желании Чингука увидеть, что он пишет, и о необходимости Тэхёна уважать его личную жизнь. Моя реакция всегда была такой же, как у Хоби, когда он видел, как они спорят перед ним. Вероятно, это была просто игра, но настойчивость Чингука в желании увидеть, что написано, и его нежелание оставить эту тему в покое. Потому что Тэхён не написал ему письмо, заставили Тэхёна сломаться и, наконец, сказать, что он преподаст ему урок. Преследуя его и, в конце концов, выгнав из комнаты. Не ответив на вопрос, что с Чингуки не так? Из-за этого мне также вспомнился другой момент в прямом эфире, когда Тэхён упомянул, что хочет найти способы исцелиться. Например, одиночное путешествие, где он мог бы заново открыть себя и исцелить то, что носит в себе. Хотя его комментарий не был задуман как грустный. Просто чтобы выразить свои чувства в тот момент и свою потребность в исцелении. Чингук, который внимательно слушал, вдруг спросил, с кем он собирается исцелиться, как будто хотел узнать, с кем Тэхён собирается путешествовать и почему он должен делать это в одиночку, и почему Чингук не мог быть рядом, чтобы исцелиться вместе. И хотя Тэхён ответил, что он мог бы исцелиться сам. Потому что ему тоже было бы полезно на время отстраниться и исцелиться в одиночестве, Чингук, похоже, не до конца понимал и продолжал настаивать на вопросе, не хотел ли бы Тэхён исцелиться вместе с ними. Как будто интересуясь, не включен ли он в их планы, но не желая быть слишком очевидным. Поэтому лучше было спросить, не хочет ли Тэхён исцелиться вместе с ними. Пока Тэхён смотрел на него, не зная, как ответить. Было ясно, что Чингук хотел присутствовать в процессе исцеления Тэхёна. Всегда быть включенным в его планы и не оставаться вне его внимания. Потому что, если бы у него была возможность убедиться, что Тэхён всегда думает о нем, Чингук не упустил бы ее. Это стало очевидно, когда он отчитал его наполовину всерьез, наполовину в шутку. За то, что тот оставил участников группы, чтобы встретиться со своими друзьями-актерами. Это было не просто отчитывание, это, похоже, был способ гарантировать, что Тэхён всегда будет выбирать его превыше всего. Хотя Чингук сначала упомянул об уходе от участников группы. Его комментарии постепенно изменились, пока он не попросил Тэхёна выбрать между Багомом и собой. Затем, поняв, что он сказал, он расширил свой вопрос, включив в него всех актеров. И, наконец, спросил, кого Тэхён предпочитает, своих друзей-актеров или себя. Когда Джин задал последний вопрос, Тэхён уже широко улыбался. Как будто знал, на что готов пойти Чингук, и когда он услышал выбор между Багомом и Чингуком, Тэхён без колебаний ответил, что выбирает Чингука превыше всего. Зная, что отчасти это была его собственная вина, что он всегда баловал его и делал так много того, чего хотел Чингук, неудивительно, что... Когда Тэхён не выбрал Чингука в качестве участника, с которым бы встречался, если бы ему представилась такая возможность. А вместо этого назвал Хоби за его аккуратность и организованность, реакция Чингука была незамедлительной. С этого момента стало ясно, что Чингук начал убеждаться, что Тэхён учитывает его во всем. Когда Чингук сказал, что он тоже аккуратный и что он был бы очень привлекательным, если бы Тэхён его учитывал, его желание никогда не оставаться в стороне стало очень очевидным. То же самое произошло, когда он попросил Тэхёна купить ему суши. И не успокоился, пока Тэхён лично не заверил его, что купит их для него. Чингук просто хотел быть частью плана, не оставаться в стороне, как другие. Ведя себя как избалованный ребенок, привыкший к тому, что Тэхён его балует. И который каким-то образом всегда получал то, что просил. И это было далеко не нежелательно, Тэхён даже не мог на это пожаловаться. Потому что он сам это создал. Потому что осознание того, что Чингук любит внимание Тэхёна и не хочет оставаться в стороне от его планов, без сомнения, самое прекрасное в мире. Потому что малыш Тэхён всегда будет занимать особое место в его жизни.